Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о крупноцветковых и обильно цветущих клематисах. Назову вам самые лучшие сорта крупноцветковых клематисов. Крупноцветковые клематисы – это самая популярная группа клематисов, включающая сорта с цветами до 15-25 сантиметров. Цветки у них бывают простые, полумахровые, махровые. В зависимости от того, к какой группе обрезки относятся клематисы. Окраска может быть различной: фиолетовой, голубой, розовой, синей, белой. Эти клематисы могут иметь различное количество лепестков. Они могут иметь различную форму лепестков. В зависимости от места произрастания могут быть или же светлее, или же наоборот иметь более темный оттенок окраски. Эти клематисы обильно цветущие, с очень крупными цветами, буквально покрывающими всю лиану. Президент – это декоративный клематис с очень крупными цветами синего, насыщенно синего цвета. Диаметр цветка 17 сантиметров. Цветет он очень обильно, наращивает хорошо зеленую массу, а следовательно и цветочную массу. Достигает приблизительно 2,5–3 метра. Растет достаточно быстро, относится ко второй группе обрезки, то есть он цветет на побегах прошлого года и цветет на побегах текущего года. Необычайно эффектный клематис с такой полосочкой посерединке и очень яркий. Мазовший – это польский сорт клематисов, бордово-красного цвета, имеет окрас лепестки до 15–20 сантиметров в диаметре. Цветет он с июня до сентября, растет очень быстро, быстро наращивает зеленую цветочную массу, достигает до 2,5–3,5 метров. Сорт очень морозостойкий, имеет очень яркие цветы, такие очень эффектные цветы. Относится к третьей группе обрезки. Этот клематис можно посадить на контрасте с более светлыми сортами клематиса. Жозефина – сорт клематиса с необыкновенно крупными цветами, 18–25 сантиметров. Окрашены эти цветы в розово-сиреневый цвет с полосками более яркого оттенка. Опять-таки, в зависимости от места произрастания, клематис может иметь более светлую или же более темный оттенок. Цветет с июля по сентябрь. Лиана высотой 2,5–3 метра. Необыкновенно эффектный, необыкновенно пышный цветок образует и очень такой достаточно популярный клематис, который тоже можно посадить на контрасте с другими клематисами. Arctic Queen – это махровый белый сорт с такой выдающейся желтоватой серединкой. Диаметр цветка до 18 сантиметров. Махровость очень такая приятная, нежная. Длина лианы до 2,5–3 метров. Все зависит от условий произрастания. Относится этот клематис ко второй группе обрезки, то есть он на побегах прошлого года он цветет махровыми цветками, на побегах текущего года цветет цветками простыми. Достаточно эффектный, тоже можно посадить на контрасте с более темными тонами клематисов. Этуаль Виолет – это очень популярный клематис. Высота лианы составляет до 4 метров. Хорошо и быстро наращивает зеленую цветочную массу.
Необыкновенно яркий цветок имеет, очень морозостоек, до минус 20 градусов по Цельсию он выносит. И фиолетовый окрас является отличительной чертой клематиса. Цветок до 12-15 сантиметров в диаметре, цветет он с июня до сентября, относится к третьей группе обрезки. Опять-таки он может иметь более светлый оттенок в зависимости от места произрастания клематиса. Руж-кардинал, клематис, который растет у меня в саду, это король всех лиан. Имеет очень необычный цветок, гофрированный край, гофрированная середина более светлого цвета. Цветок красно-пурпурного цвета с розоватыми оттенками, с такими более фиолетовыми оттенками. Необычайно эффектный цветок, необычайно эффектный клематис. Высота 2,5-4 метра, диаметр цветка до 16 сантиметров. Период цветения у этого клематиса практически все лето, до осени. Очень устойчивый клематис, очень зимостойкий клематис, не подвержен никаким заболеваниям на клематисах, никаким вредителям. Относится к третьей группе обрезки. Очень эффектный. Опять-таки можно посадить его с другими какими-то клематисами более светлого цвета. Посмотрите, какие необыкновенные цветки. Генерал Сикорский. Обильно цветущий клематис, очень популярен благодаря своему насыщенно-синему цвету. Достигает высоты 2,5-3 метра. Бутоны у него очень крупные. Распускается клематис очень медленно и превращается в очень такой необыкновенный цветок насыщенного цвета до 20-25 сантиметров в диаметре. Светло-зеленая листва необыкновенная, крупные листья придают этому клематису определенный эффект. Относится ко второй группе обрезки. Индийская звезда. Тоже растет этот клематис у меня в саду. Это очень яркий представитель клематисов с трехцветной окраской. Здесь и фиолетовая, и красноватая, и такая розовая окраска. Цветок достигает до 16 сантиметров в диаметре. Очень морозостойкий сорт клематиса. Лиана практически не подвержена ни заболеваниям на клематисах, ни вредителям. И этот клематис относится к третьей группе обрезки. Посмотрите, какие эффектные цветки. Innocent Бланш. Отличается неприхотливостью этот клематис, быстрой вегетацией, и срок цветения у него достаточно длительный. Очень яркие, нежные, такие нежно-розовые цветки у этого клематиса. Цветет он достаточно долго. По краю цветок имеет более такую яркую, более темно-розовую окраску. Величина цветка 12-18 сантиметров. Посмотрите, какой необыкновенный красавец. Махровая текстура создает дополнительный объем для этого клематиса. Относится клематис ко второй группе обрезки. То есть на побегах прошлого года он цветет махровыми цветами, на побегах текущего года простым цветком. Необыкновенно эффектный, опять-таки тоже на контрасте, его можно посадить с любыми другими сортами клематисов крупноцветковыми. Мультиблю. Это особенный клематис, невероятно нежный, такой темно
сине-голубой окрас имеет, с очень эффектной серединкой, очень пышной. И даже после того, как клематис отцветает, вот эта серединка очень такой эффектной остается. Клематис достаточно быстро наращивает зеленую массу. Посмотрите, какой крупный клематис с темно-зеленой листвой, необыкновенный. Цветет он на побегах прошлого года и на побегах текущего года. Вот, пожалуй, и все те клематисы, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и, конечно же, жмите на колокольчик.